Такой нож не часто встретишь у людей на кармане. Оно и понятно, этот нож для фанатов совсем другой эстетики. Чаще такие ножи продают и покупают на выставках. Я не очень люблю выставки ножей, как-то мне не близка эта базарная эстетика. Хотя надо заметить, что там можно найти интересные вещи, поговорить со знающими людьми, но чаще всего бывает наоборот. Начнем с интересного. Рукоять. Тут все по-богатому. Использованы премиум материал. Это кап клена, стабилизированный цветной смолой. Кап – это хаотично направленные волокна дерева в виде крупных наростов на стволе. Сам по себе это интересный материал, имеющий высокую твердость, уникальную текстуру и структуру. Все это и без всякой смолы выглядело бы хорошо. Далее идет зуб мамонта, тоже стабилизированный. Ну тут что сказать, это понты как они есть. Этот материал не обладает какими-то специальными или незаменимыми свойствами в рукояти ножа. Его главная ценность – это редкость и дороговизна. Использование стабилизированной древесины в рукояти дает некоторые плюсы. Смола заполняет все поры капа, защищает его от любого воздействия различных жидкостей. То есть рукоять не впитывает ни воду, ни запахи, отлично моется и сохраняет внешний вид. Теперь больстер или притул, притин или оковка, или упор, гарда и даже крестовина. В общем, мне регулярно пишут, что я что-то не так называю, как им бы хотелось. Но если я что-то сказал и вы поняли, про что я говорил, то свою задачу я выполнил. А если это вам не нравится, то пишите комментарий, это помогает продвижению ролика. Больстер выполнен из материала под названием макумэ-гана. Это материал родом из Японии. Фактически его можно сравнить с современной композитной сталью или тем, что сейчас называют дамасской сталью. Макумэ-гана – это скованные различные листы цветных металлов. Это может быть латунь, медь, золото, низельбер, платина и все, что получится сковать у мастера. В итоге готовое изделие выглядит красиво, но изготовление намного более трудоемкое, чем использование литых латунных больстеров. Рукоять в целом оставляет смешанные впечатления. С одной стороны, она хорошо профилирована и удобно лежит в руке, выглядит необычно. Но использование анакрола, а скорее всего именно им стабилизировали кап, делает рукоять на ощупь просто скользким куском пластика. Это сильно разочаровывает, потому что сочная красивая картинка в руке ощущается дешево и скользко. Думаю, что все это сделано из соображений дизайна, а не из практических требований. Клинок в ноже – это самое важное и самое печальное. Сталь использована С390. Это европейская порошковая сталь с запредельным содержанием углерода, вольфрама и ванадия. Это на самом деле не ножевая сталь, она разрабатывалась как быстрорежущая для сверл, фрез, метчиков и прочих инструментов. Использование в ножах тоже, как видим, имеет место быть, но надо помнить, что твердость стали может доходить до 70 единиц, а это много. Сильно больше, чем у большинства ножей. Лично мне сталь не очень нравится, возможно, я просто ее еще не распробовал. Она не совсем нержавеющая, коррозия обязательно появится при ненадлежащем хранении. В заточке немного туговато, но больших проблем я не заметил. К особенностям могу отнести то, что стружка от заточки очень мелкая, больше похожа на графитовую пыль, забивает поры рук, плохо вымывается. И полировать кромку пастами нужно обязательно, без этого вы не раскроете все плюсы этой недешевой железки. Сам клинок выглядит очень знакомо, даже какое-то дежавю, как будто это работа моего земляка. Геометрия на клинке крайне простая, это прямые спуски от обуха. Такая геометрия очень универсальна и эффективна. Обработка тоже максимально простая, это достаточно среднего уровня параллельный сатин. Тут можно много спорить, надо, не надо так обрабатывать, говорить о плюсах и минусах. Но у меня есть мнение, что на этой стали сатин не очень-то и нужен. С такой твердостью клинок будет мало царапаться, а вот ржаветь он будет хорошо. Вот и получается, что даже при использовании лучших материалов обработки премиум класса здесь нет. Это просто универсальный клинок для какого-нибудь рабочего ножа с классическими габаритами. В общем, двоякое впечатление.
Ножны, как на этом ноже, редко встретишь на серийных ножах. Это прямо штучное ручное изделие из толстой качественной кожи с формовкой и тиснением. Все выполнено грамотно, хорошие подвесы на латунной фурнитуре, но только нет отверстия для циркуляции воздуха и испарения влаги. Кожа отлично прошита и отформована, за счет этого нож хорошо фиксируется внутри с характерным щелчком. Но без минусов не обошлось, эти ножны тяжелые и громоздкие, не всем это понравится, а еще пока нож новый, внешнее лаковое покрытие кожи слегка липкое. Производитель ножа мастерская Семина. В целом название отражает суть и дух этих ножей. Из общедоступных данных можно сказать, что данная мастерская одна из самых старых и известных в России. Я бы даже поставил ее по узнаваемости в один ряд с Кизляром и Златоустом. За многие годы производства компания не изменила своим корням. Это в большинстве своем ножи старой школы с такими узнаваемыми чертами внешности и эстетикой охотничьих ножей прошлого века. Судя по всему, производство так и осталось ручным. Это не плюс и не минус, просто надо понимать, что ножи ручной сборки могут отличаться друг от друга. Сильнее всего это проявляется в недорогих сериях из бюджетных материалов. Вот там можно увидеть все прелести ручной слесарки, кривые спуски, толстое сведение и так далее. Причем в одной партии могут быть ножи, сделанные великолепно, и тут же ножи, которые лучше не покупать. И этим грешит не только эта мастерская, это своего рода обыденность отечественного производства ножей. Кстати, данная мастерская занимается не только ножами, а еще неплохо работает с кожей и выпускает много различных сопутствующих охоте изделий. Вот уже ролик подходит к концу, а я ни разу не сказал, как этот нож режет. А режет он хорошо. Тут отличная для этого сталь и геометрия. Ну а как еще должен резать нож за $300? Нож вообще собран хорошо, все детали хорошо подогнаны. Не идеально выполнена подгонка больстера и клинка, но это мелочи. Дизайн ножа в общем достаточно приятный и свежий. Тут сочетаются и оригинальный цвет ножен и рукояти, узор на больстере, мозаичный темлячный пин. Все это очень приятно положить на полочку и любоваться. Данный экземпляр, думаю, стал жертвой маркетинга и погони за трендами. Немного упростив его, можно хорошо сэкономить и получить хороший рабочий нож с большим ресурсом и широким спектром задач. Подводя итог, как можно охарактеризовать этот нож? Сюда собрали все самое дорогое и премиальное. Собрали в кучу и получили простой нож с премиальным ценником. Из качественных элементов несложно сделать качественный продукт. Такие ножи всегда находят своего покупателя и ценителя. Взять что-то подобное в коллекцию считаю правильным решением, но вот считать этот нож каким-то шедевром не могу. Это не простой рабочий нож, но до высокого ножевого искусства он не дотягивает. И в завершении ролика спасибо тем, кто досмотрел его до конца. Свое мнение можете оставить при себе или написать в комментариях. Лайки, подписка, репосты все еще очень важны в это трудное время. И еще не забывайте, что у нас есть группа ВК и другие соцсети.